Урок 1. Прогулка по парку. Привет, Анна. А как насчет субботы около 10 утра? Мы можем встретиться здесь и прогуляться по парку. Звучит как отличная идея, Джон. Погода должна быть идеальной для прогулок. Фантастика! Обожаю гулять по парку. Мы можем наслаждаться свежим воздухом и прекрасными пейзажами. Я тоже. И по дороге мы можем остановиться, чтобы выпить кофе или перекусить. Это будет хороший перерыв в нашем плотном графике. Совершенно верно. Мне не терпится выйти из дома и размять ноги. В парке так спокойно и расслабляюще. Я согласен. Это будет отличный способ зарядиться энергией, возможно, даже понаблюдать за интересной дикой природой. Определенно. Я возьму с собой фотоаппарат на случай, если мы увидим классных птиц или белок. Будет интересно попробовать сделать несколько отличных фотографий. Отличная идея. Уверен, мы найдем множество возможностей сфотографироваться. Субботнее утро будет чудесным. Я с нетерпением жду этого события. Прошло слишком много времени, чтобы просто поболтать и насладиться обществом друг друга. Урок 2. Ремонт гостиной. Привет, Анна. Я заметила, что ты делаешь косметический ремонт в своей гостиной. Как дела? Ах да, я так взволнована. Я добавила несколько разноцветных декоративных подушек и изменила расположение мебели. Это действительно освежает пространство. Отлично. Звучит отлично. Почему вы решили все изменить? Что ж, мне показалось, что комнату нужно немного обновить. Новая планировка открывает новые горизонты, а яркие цвета придают ей немного яркости. Бьюсь об заклад, выглядит просто фантастически. Очень важно иметь уютную и гостеприимную гостиную. Совершенно верно. Это действительно задает тон всему дому. Я довольна тем, как все складывается. Уверена, выглядит замечательно. Когда я смогу приехать и посмотреть новый облик? В любое время. Возможно, мы сможем выпить там кофе в эти выходные, а вы сможете его попробовать. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Урок 3. Бережное отношение к природе. Привет, Анна. Вы видели новость о том, как важно не оставлять следов во время походов? Ах да, я это видела. Очень важно следовать этим принципам, не оставлять следов и уважать природу. Определенно. Даже такие мелочи, как пребывание на специально отведенных маршрутах и упаковка всего мусора, имеют большое значение. Совершенно верно. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и заботящимся об окружающей среде любителям активного отдыха. Нам необходимо защитить эти природные пространства. Конечно. И это служит хорошим примером и для других. Каждая мелочь помогает сохранить окружающую среду. Полностью согласен. Все дело в том, чтобы быть внимательными и внимательными, отдыхая на свежем воздухе. Именно так. Я рад, что все больше людей знакомятся с этими важными практиками. Я тоже. Очень важно, чтобы все мы вносили свой вклад в благое распоряжение землей. Не могу не согласиться с этим. Спасибо, что поговорили об этом. Это важная тема.
Урок 4. Неразбериха во времени отправления. Привет, Анна. Ты поняла, что они сказали о времени нашего отъезда в путешествие? Нет, я это пропустила. Что они сказали? Ай-ой, я думала, они обновили маршрут. Позвольте мне еще раз проверить детали. Хорошо, без проблем. Должно быть, во время этой части обсуждения я разберился. Дай мне посмотреть здесь. Ах, теперь вижу. Они перенесли время вылета на 8 утра вместо 9 утра. А, приятно знать. Я обязательно соответствующим образом скорректирую свое расписание. Да, нам нужно уехать немного раньше, чем планировалось. Не хочу рисковать опоздать на автобус. Определенно нет. Я поставлю будильник раньше и буду готов идти. Спасибо, что понял это, Джон. Совсем без проблем. Я рад, что перепроверил, прежде чем мы опоздали. Урок 5. Советы по ведению переговоров. Привет, Анна. Я хотела поделиться несколькими советами, которые я узнала об эффективных методах ведения переговоров. Это здорово. Переговоры могут быть сложными, поэтому любой совет будет очень полезен. Совершенно верно. Главное, всегда оставаться уверенным в себе и напористым, но не агрессивным. В этом есть смысл. Вы хотите выглядеть решительным и компетентным человеком. Именно так. И важно провести исследование заранее, чтобы вы были в курсе событий. Хорошее замечание. Подготовка к использованию фактов и данных укрепит ваши позиции. Определенно. И постарайтесь найти золотую середину, будьте готовы пойти на компромисс, но не сдавайтесь слишком легко. Верно, найти этот баланс очень важно. Вы не хотите казаться слишком негибкими или слишком отчаянными. Совершенно верно. Вот некоторые из основных вещей, о которых следует помнить. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по ведению переговоров. Урок 6. Выполнение простых шагов. Здравствуйте, Анна. Знаете ли вы, что простые шаги могут иметь большое значение? А, правда. Расскажи мне больше, Джон. Что ж, даже небольшие изменения в нашей повседневной жизни могут оказать значительное влияние. Например, короткая прогулка во время обеда или употребление большего количества воды в течение дня. Это хорошее замечание. Эти мелочи могут быстро накапливаться. Точно. А самое приятное то, что их так легко внедрить в нашу жизнь. Вы правы. Думаю, все дело в том, чтобы быть внимательными и принимать осознанные решения, даже если они незначительны. Совершенно верно. Удивительно, насколько лучше вы можете чувствовать себя, просто внеся несколько простых изменений. Я согласен. Приятно знать, что простые шаги могут иметь большое значение. Определенно. Все дело в том, чтобы сделать первый шаг и начать двигаться дальше. Урок 7. Балансировка экранного времени. Привет, Анна. Я хотела узнать твои мысли о чем-то. Конечно, в чем дело? Что ж, в последнее время я думаю о том, чтобы провести время перед экраном. У меня такое чувство,
что я провожу слишком много времени за своими устройствами. Я знаю, что вы имеете в виду. Бывает легко запутаться и потерять счет времени. Да, и я думаю, что иногда это начинает влиять на мою производительность и даже на настроение. Я могу общаться. Думаю, полезно помнить о том, сколько времени мы проводим за экранами. Определенно. Я слышал, что важно соблюдать сбалансированный распорядок дня, понимаете? Совершенно верно. Похоже, вы подумываете о внесении некоторых изменений. Да, я попытаюсь установить некоторые ограничения и найти другие способы провести время. Урок 8. Осознанные процедуры. Привет, Анна. Как у тебя дела до сих пор? Все идет хорошо. Спасибо за вопрос. Как насчет тебя? На самом деле неплохо. Я стараюсь уделять больше внимания своему распорядку дня. А, это интересно. Какие изменения вы внесли? Что ж, я стараюсь медитировать и заниматься легкой йогой по утрам. Похоже, это отличный способ начать день. Я слышал, что это действительно помогает сосредоточиться и повысить производительность. Да, я уже заметила разницу. Это помогает мне чувствовать себя более уверенной и сосредоточенной. Это круто. Я собирался попробовать что-то похожее. Что ты об этом думаешь до сих пор? Мне это очень нравится. Это отличный способ сбавить скорость и уделить время себе. Урок 9. Сетевые нервы. Привет, Анна. На следующей неделе мне нужно посетить большое сетевое мероприятие, и меня это немного беспокоит. Я понимаю, почему это может показаться пугающим, Джон. Заниматься знакомством с новыми людьми может быть очень нервно. Именно так. Я боюсь, что мне будет неловко или я не знаю, что сказать. Не переживайте слишком сильно. Просто не забывайте улыбаться, смотреть в глаза и сосредоточиться на изучении другого человека. Это хорошие замечания. Мне следует проявить больше любопытства и послушать, а не просто говорить о себе. Совершенно верно. Задавайте вдумчивые вопросы и проявляйте искренний интерес. Людям обычно нравится говорить о себе. Ладно, в этом есть смысл. Думаю, мне не стоит слишком много думать об этом. Просто будьте собой. Точно. Ваше природное очарование и доброта проявятся. Главное – расслабиться и получить от этого удовольствие. Вы правы, мне нужно постараться насладиться этим опытом, а не бояться его. Позитивное мышление, верно? Урок 10. Прогулка после обеда. Привет, Анна. Сегодня вечером я планирую прогуляться. Хочешь присоединиться ко мне? Звучит прекрасно, Джон. На самом деле я просто подумывал сделать то же самое. Великие умы думают одинаково. Где тебе здесь обычно нравится гулять? В парке рядом с моим домом есть очень хорошая тропа. Здесь так тихо и живописно. Отлично, звучит отлично. Возможно, мы тоже можем немного передохнуть на кофе или чай. Определенно,
Это был бы отличный способ расслабиться. Я с нетерпением жду этого. Я тоже круто. Будет приятно подышать свежим воздухом и наверстать упущенное. Совершенно верно. Немного упражнений и качественное времяпрепровождение с хорошим другом. Что может быть лучше? Не могу не согласиться с этим. Это именно та забота о себе, в которой я сейчас нуждаюсь. Урок 11. Осмотр достопримечательностей города. Привет, Анна. Вы знакомы с местными достопримечательностями города? Я планирую поездку, и мне не помешали бы некоторые рекомендации. Конечно, я хорошо знаю этот район. Какие достопримечательности вам интересно посмотреть? Может быть, что-то историческое или культурное. Я хотел бы узнать больше о наследии города. Хорошо, отлично. В центре города есть очень красивый музей, в котором представлены экспонаты, посвященные основанию и раннему развитию города. Это отличное место для начала. Потрясающе, звучит отлично. Есть ли что-нибудь еще, что вы бы посоветовали попробовать, пока я буду там? Определенно. Здесь также есть красивый исторический район с очаровательной архитектурой и местными магазинами. А в Центральном парке есть прекрасные сады и пешеходные дорожки. Замечательно, все это похоже на место, которое обязательно нужно посетить. Могу ли я взять карту или путеводитель, которые помогут сориентироваться в этом районе? Конечно, вы можете получить бесплатную карту для посетителей на железнодорожном вокзале или в туристическом центре. Здесь выделены все основные достопримечательности и достопримечательности. Отлично, я обязательно это сделаю. Спасибо большое за рекомендации. Теперь я с нетерпением жду возможности осмотреть город. Урок 12. Система связи. Здравствуйте, Анна. У меня есть вопрос о системе связи. Есть ли полезный способ для гостей связаться со стойкой регистрации? Безусловно, Джон. У нас есть несколько вариантов общения с нами. Отлично. Какие это варианты? Что ж, у нас есть прямая телефонная линия в каждом номере, которая соединяет вас прямо со стойкой регистрации. На телефоне также есть специальное приложение, которое можно использовать для отправки сообщений или запросов. Ах, понятно. И разве это единственный способ связаться с нами? Нет, у нас также есть телефон в лобби, а также стойка консьержа, где вы можете поговорить с кем-то лично. Замечательно, что у меня есть много вариантов. Есть ли один метод, который вы бы порекомендовали как наиболее эффективный? Для большинства запросов я бы посоветовал использовать телефон в номере или приложении. Они, как правило, получают самый быстрый ответ. Но другие варианты отлично подойдут, если вам нужна более индивидуальная помощь. Отлично, это очень полезно знать. Спасибо, что познакомили меня со всеми вариантами связи. Урок 13. Преимущества удаленной работы. Привет, Анна. В наши дни я много слышала о преимуществах удаленной работы. Что ты думаешь об этом? Что ж, я думаю, что удаленная работа дает действительно большие преимущества. Во-первых, она обеспечивает гораздо большую гибкость с точки зрения баланса между работой и личной жизнью. Это хорошие замечания. Какие еще преимущества вы видите в удаленной работе? Еще один большой плюс –
Отсутствие поездок на работу. Отсутствие необходимости работать в пробках или общественном транспорте может сэкономить много времени и снизить стресс. Безусловно, это огромное преимущество. Что-нибудь еще? Да, удаленная работа также способствует повышению производительности, поскольку здесь меньше отвлекающих факторов, чем в традиционной офисной обстановке. Интересно, я об этом не думала. Есть ли другие преимущества, которые вы заметили? Что ж, с экологической точки зрения удаленная работа снижает выбросы углекислого газа за счет сокращения таких вещей, как потребление энергии в офисе и поездки на работу. Хорошие замечания. В наши дни это важное соображение. В целом, похоже, что удаленная работа имеет много преимуществ. Урок 14. Маркетинг для малого бизнеса. Привет, Анна. Я хотела узнать твои мысли о маркетинге для малого бизнеса. Это эффективная стратегия. Знаете, я думаю, что маркетинг может быть невероятно ценным для малого бизнеса, если его проводить стратегически. Что вы под этим подразумеваете? Можете ли вы привести мне несколько примеров? Что ж, такие вещи, как маркетинг в социальных сетях, кампании по электронной почте и работа с местным сообществом, могут быть действительно эффективными и экономичными для малого бизнеса. Ладно, в этом есть смысл. А как насчет более традиционных форм маркетинга? Это тоже может сработать, но малым предприятиям нужно быть немного более избирательными. Печатная реклама, прямая рассылка и тому подобное могут быстро подорожать. Это хорошие замечания. Итак, на чем, по вашему мнению, малый бизнес должен сосредоточиться в своем маркетинге? Я бы порекомендовал определить целевую аудиторию, использовать цифровые каналы и всегда стремиться приносить пользу потенциальным клиентам. Звучит как хороший совет. Какие-нибудь другие советы по маркетингу малого бизнеса вы могли бы предложить? Урок 15. Одежда для интервью. Утро. Скоро у меня большое собеседование на работу. У тебя есть совет, что мне надеть? А, это потрясающе, Джон. Для профессионального собеседования я бы порекомендовал надеть классический, хорошо облегающий костюм. Костюм. Понял. Вы бы посоветовали какой-то определенный цвет или стиль? Нейтральные тона, такие как темно-синий, угольный или темно-серый, всегда являются беспроигрышным вариантом. И я бы выбрала традиционный костюм из двух частей. Ладно, в этом есть смысл. А как же рубашка и галстук? Есть какие-нибудь рекомендации? Для рубашки идеально подойдет белоснежная или светло-голубая пуговица. А в качестве дополнения подойдет галстук однотонного цвета или с тонким узором. Отлично, это хорошая отправная. Что еще мне следует учесть при выборе одежды для собеседования? Да, убедитесь, что костюм подобран индивидуально и профессионально. Избегайте чего-либо слишком мешковатого или слишком тесного. И убедитесь, что ваша обувь отполирована и находится в хорошем состоянии. Отличные советы. Я очень благодарна за то, что вы нашли время рассказать мне об основных вещах, необходимых для собеседования. Урок 16. Подавайте пример. Утро. Я думала о том, как важно быть хорошим примером для подражания.
Как вы думаете, какими основными способами мы можем проявлять доброту и уважение в повседневной жизни? Отличный вопрос, Джон. Я считаю, что подавать пример очень важно. Проявлять сочувствие, относиться к другим с достоинством и быть надежным — все это очень важно. Совершенно верно. Я считаю, что когда я делаю такие вещи намеренно, это действительно задает тон и побуждает окружающих делать то же самое. Определенно. Удивительно, как наши действия, даже самые маленькие, влияют на окружающую среду, в которой мы живем. Заметили ли вы конкретные случаи, когда ваш пример приносил положительные результаты? Да, на самом деле. На днях я открыл дверь своему коллеге, и они, казалось, были искренне удивлены, но затем они сделали то же самое с кем-то другим. Именно такие волновые эффекты заставляют меня и дальше концентрироваться на том, чтобы быть хорошим примером для подражания. Это замечательно. Очень важно помнить, что каждый из нас может внушать доброту своим поведением. Важны даже мелочи. Совершенно верно. Я рад, что мы пришли к единому мнению по этому поводу. Это область, которой я очень увлечен, и я благодарю вас за то, что вы со мной в ней работали. Я тоже, Джон. Такие разговоры очень ценны. Я с нетерпением жду возможности учиться друг у друга и делиться позитивным опытом своими действиями. Согласовано. Я рада, что мы побеседовали. Для нас обоих это хорошее напоминание о необходимости подавать пример. Урок 17. Напоминание о росте. Привет, Анна. На днях я размышляла о своих прошлых достижениях, и это заставило меня по-настоящему оценить, насколько я выросла. Отлично, Джон. Мне очень важно оглянуться назад и увидеть прогресс, которого мы добились. Наши достижения могут стать мощным напоминанием о том, как далеко мы продвинулись. Определенно. Даже небольшие выигрыши служат вехами, свидетельствующими о позитивных изменениях с течением времени. Легко погрузиться в повседневную жизнь и не отступать, чтобы оценить эту картину в целом. Совершенно верно. Эти достижения, большие или малые, свидетельствуют о наших усилиях и решимости. Они во многом формируют то, кем мы являемся. Хорошо сказано. Мне кажется, что я обрела много перспектив и уверенности в себе, размышляя о своем путешествии. Это действительно мотивирует меня двигаться вперед. Могу себе представить, что это будет невероятно вдохновляющим. Напоминание о ваших способностях к росту должно помочь вам лучше подготовиться к новым вызовам. Именно так. Это как встроенный источник поддержки, понимаете? Я чувствую прилив сил и дальше расширять свой кругозор и ставить перед собой еще большие цели. Это замечательно, Джон. Очень важно радоваться нашему прогрессу и использовать его в качестве топлива для будущего роста. Я рад, что вы этим пользуетесь. Я тоже. Спасибо, что выслушали и поделились своими мыслями по этому поводу. Это был очень воодушевляющий разговор. Урок 18. Плотный график. Утро. Я хотела узнать о нашем предстоящем графике работы. У вас была возможность с ним ознакомиться. Доброе утро, Джон. Да, я просмотрел расписание, и оно выглядит довольно насыщенным. Есть ли у вас какие-либо конкретные проблемы, о которых мне следует знать? Ну, кое-что. Я заметила,
что по средам у нас проходят встречи один за другим, и я немного боюсь найти время для наших регулярных заездов. Я понимаю, что вы имеете в виду. Встречи по средам действительно выглядят напряженными. Может быть, мы можем попробовать быстро синхронизироваться за 15 минут во время обеденного перерыва в тот Отличная день. идея. Я надеялся, что мы сможем сделать что-то подобное. Я определенно не хочу, чтобы наше обычное общение испортилось. Совершенно верно. Сохранение этих точек соприкосновения будет иметь решающее значение, особенно с учетом всего остального, что происходит. Есть ли у вас другие вопросы в расписании, которые вы хотели бы На обсудить? самом деле, да. Я заметил, что в пятницу мы проведем эту презентацию для всех рук. Вы знаете, нужно ли нам подготовить для этого какие-либо материалы? Хороший улов. Я еще раз проверю, но думаю, что мы просто обязаны приехать и будем готовы ответить на любые возникшие вопросы. Никаких серьезных презентаций с нашей стороны нет. Хорошо, приятно знать. Это немного снимает напряжение. Я просто хочу убедиться, что мы в курсе всех событий. Урок 19. Пунктуальность имеет значение. Утро. Я хотел поговорить с вами о том, что я заметил в последнее время. Доброе утро, Джон. Конечно. О чем ты думаешь? Что ж, я заметил, что вы пришли в офис немного позже обычного времени начала. Я просто хотел заехать и посмотреть, все ли в порядке. Понятно. Вы правы. Время моего прибытия в последнее время немного изменчиво. По утрам я пытаюсь решить некоторые личные вопросы, но не хочу, чтобы это повлияло на мою работу. Понимаю. Вне офиса жизнь, конечно, может быть насыщена. Но, как вы знаете, пунктуальность очень важна для нас. Безусловно, вы совершенно правы. В будущем я постараюсь уделить приоритетное внимание своевременному прибытию в офис. Я не хочу, чтобы опоздание повлияло на динамику или производительность нашей команды. Я ценю ваше понимание. Я знаю, что вы преданный своему делу и трудолюбивый член команды, и я не хочу, чтобы это стало проблемой. Спасибо, Джон. Я сделаю все возможное, чтобы время прибытия было более стабильным. Возможно, мы даже сможем регулярно заходить сюда, чтобы убедиться, что я придерживаюсь ожидаемого графика. Звучит как отличная идея. Я буду рад связаться с базой еженедельно или даже ежедневно, если нужно, чтобы убедиться, что мы на одной волне. Урок 20. Устранение ущерба. Доброе утро. Я хотел поговорить с вами о том, что я заметил, придя сегодня. Доброе утро, Джон. В чем, похоже, проблема? Что ж, я заметил, что на парковке на боковой части моей машины есть царапина. Ты случайно об этом знаешь? А нет, мне очень жаль, Джон. Сегодня утром я уходил со своего места и, должно быть, не видел края вашей машины. Я ужасно себя чувствую. Понимаю. Я благодарю вас за откровенность. Несчастные случаи случаются, но я хочу убедиться, что мы решим эту проблему должным образом. Безусловно, конечно. Я возьму на себя полную ответственность за ущерб. Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу помочь его починить. Что ж, я рада, что вы готовы позаботиться об этом. Почему бы вам не получить оценку от надежного механика, и мы можем пойти дальше?
Звучит разумно. Я настрою это как можно скорее и буду держать вас в курсе процесса. Опять же, я очень сожалею об этом. Нет необходимости извиняться. Я знаю, что это было непреднамеренно. Я просто рад, что мы решаем эту проблему своевременно и ответственно. Урок 21. Привыкание к активному слушанию. Привет, Анна. Я слышала, что ты работаешь над улучшением своих навыков активного слушания. Как дела? Привет, Джон. Все идет хорошо. Я стараюсь смотреть в глаза и кивать головой, чтобы показать, что я помолвлена. Приятно это слышать. Поддержание зрительного контакта – очень важная часть активного слушания. Совершенно верно. Я считаю, что это действительно помогает мне сосредоточиться на разговоре. Определенно. А как насчет того, чтобы вспомнить то, что говорит другой человек? Ты это пробовал? Да, у меня есть. Я перефразировал ключевые моменты, чтобы убедиться, что правильно понял. Отлично. Это еще одна отличная техника активного слушания. Она показывает говорящему, что вы действительно слушаете. Именно так. Я заметил, что это действительно помогает наладить более тесные связи в разговорах. Абсолютно. Активное слушание – это недооцененный навык, но он имеет большое значение. Урок 22. Привитие новых привычек к постоянству. Привет, Анна. Я слышала, что ты пытаешься выработать новую привычку. Как дела? А, привет, Джон. Да, я стараюсь медитировать по несколько минут каждый день. Отлично. Медитация может стать такой мощной привычкой. Пока все идет хорошо. Честно говоря, было немного сложно. Мне трудно постоянно это делать. Понимаю. Приобрести новые привычки, безусловно, может быть непросто. Что вам показалось полезным? Ну, я стараюсь делать это по 5-10 минут каждое утро. Но иногда я просто забываю об этом или не хочу. Я слышал, что развитие привычек небольшими и управляемыми шагами – это ключ к успеху. Может, начните с 2-3 минут. Это хорошие предложения. Думаю, начать с малого поможет мне добиться единообразия. Именно так. А устанавливать напоминания или делать это каждый день в одно и то же время тоже может стать привычкой. Урок 23. Подготовка к зарубежным путешествиям. Привет, Анна. Я слышала, что ты скоро едешь в Лондон в командировку. Как идет планирование? Ах, да. Я очень рад этому. Пока что планирование идет хорошо. Приятно это слышать. Вы впервые едете в Лондон по работе. Нет, я уже бывал там несколько раз, но возвращаться всегда интересно. Приятно. Есть ли в вашем списке какие-либо мероприятия, которые стоит посетить или посетить на этот раз? Что ж, я надеюсь снова посетить лондонский Тауэр. И мне бы очень хотелось посмотреть шоу в Вест-Энде. А. Лондонский Тауэр – это классика.
А посмотреть постановку в Вест-Энде было бы просто потрясающе. Определенно. На этот раз я также надеюсь посетить некоторые из новых модных кварталов. А. Это отличная идея. Изучение перспективных областей может дать вам другую точку зрения. Урок 24. Вопросы самообслуживания. Привет, Анна. В последнее время я немного ошеломлена. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как уделять приоритетное внимание уходу за собой? Мне жаль слышать, что ты испытываешь стресс, Джон. Очень важно уделять время себе, особенно в напряженные периоды. Вы правы. Я знаю, что мне нужно приложить больше усилий, но иногда бывает сложно найти время. Понимаю. Но даже мелочи могут иметь большое значение. Рассматривали ли вы возможность быстрого ежедневного распорядка дня? Например, что? Я открыт для предложений. Возможно, попробуйте утром короткую медитацию или дыхательную гимнастику. Или просто запланируйте перерыв на прогулку в течение рабочего дня. Это разумный подход. Очень важно уделять время себе, даже если это всего 15-20 минут. Точно. И не забывайте заниматься любимым делом, будь то чтение, прослушивание музыки или отдых на природе. Хорошие замечания. Наверное, мне тоже стоит запланировать эти занятия, а не просто отпускать их на второй план. Урок 25. Подготовка к приключениям. Привет, Анна. Я слышала, что ты собираешься купить новое снаряжение для активного отдыха. Для чего вы на рынке? А, привет, Джон. Да, я ищу снаряжение для предстоящего похода. Приятно. Куда вы планируете отправиться в поход? Я отправляюсь в горы в многодневное туристическое приключение. Звучит невероятно. Какое снаряжение вы надеетесь найти? Что ж, мне нужен хороший прочный рюкзак, качественные походные ботинки и надежная походная печь. Все это предметы первой необходимости для пеших прогулок. Ты раньше много ходил в походы. Я совершила несколько однодневных походов, но это будет мой первый продолжительный многодневный поход. Поэтому я хочу убедиться, что у меня есть подходящее снаряжение. В этом есть смысл. Качественное снаряжение действительно может сделать поход более продолжительным или испорченным. Урок 26. Планирование вечеринок. Привет, Анна. Нам нужно что-нибудь еще для вечеринки, кроме воздушных шаров и баннеров. Хорошее замечание, Джон. Думаю, нам также нужны стримеры и декорации для вечеринок, чтобы это заведение выглядело по-настоящему празднично. Ах да, стримеры были бы идеальными. Возможно, мы могли бы придумать что-нибудь в цветовой гамме вечеринки. Отличная идея. Стримеры действительно бы хорошо все соединили воедино. Совершенно верно. И, наверное, нам тоже стоит взять с собой веселые сувениры для вечеринок, например, эти глупые шляпы и шумоподавители. Да, сувениры для вечеринок дополнят оживленную атмосферу. Это будет такой веселый праздник. Не могу дождаться. Это будет лучшая вечеринка на свете. Я тоже. Я так рада видеть,
как все складывается воедино. Хорошо, давайте составим окончательный список, чтобы убедиться, что у нас все готово. Урок 27. Персонализированный подарок. Привет, Анна. У меня появилась идея персонализированного подарка на свадьбу наших друзей. А, звучит прекрасно. Что вы собирались купить их? Что ж, я подумала, что мы могли бы подарить им хороший набор ручек с гравировкой или специальную фоторамку. Обе эти идеи очень продуманы. Вариант с гравировкой будет действительно особенным. Конечно, мы могли бы даже выгравировать на нем их инициалы или дату свадьбы. Это прекрасная идея. Уверен, они очень оценят индивидуальный подход. Отлично, тогда я так и пойду. Спасибо за вклад. В любое время. Уверен, что бы вы ни выбрали, им понравится. Надеюсь, что да. Хорошо, я ухожу делать заказ. Урок 28. Планы путешествий. Привет, Анна. Я слышала, что ты скоро планируешь поездку. Куда вы идете? Ах да, я очень рад этому. Я подумываю посетить Италию этим летом. Италия. Да. Звучит потрясающе. Мне всегда хотелось туда поехать. Тебе обязательно стоит попробовать пойти, если сможешь. Здесь так много истории и культуры, которые стоит исследовать. Держу пари. Какие места на вашем маршруте стоит посетить? Что ж, я определенно хочу увидеть Рим и осмотреть все знаковые достопримечательности. И, конечно же, мне не терпится попробовать все вкусные блюда итальянской кухни. Сама по себе еда стоит поездки. Честно говоря, я немного завидую. Ха-ха, тебе стоит присоединиться ко мне. Было бы очень весело испытать это вместе. Жаль, что не могу, но, может быть, в другой раз. А пока мне придется смириться с тобой. Урок 29. Повторное открытие. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались со старой фотографией или сувениром, которые только что переносили вас в прошлое? Конечно, Джон. Когда мы заново открываем для себя эти скрытые сокровища, словно раскрываем забытые воспоминания. Точно. Удивительно, как простой предмет может вызвать такие сильные эмоции и ностальгию. Определенно. На днях я нашла свой старый альбом для рисования, который вернул меня в детство. Наверное, это был прекрасный опыт. Мне нравится, когда такое случается. Так и было. Листать эти страницы было похоже на переживание тех беззаботных дней. Могу себе представить. Удивительно, как наш разум сохраняет эти воспоминания, даже если они похоронены уже много лет. Совершенно верно. Прекрасно иметь возможность таким образом воссоединиться с самим собой в прошлом. Не могу не согласиться с этим. Эти открытия действительно особенные. Урок 30. Спортивные дебаты. Привет, Анна. Как ты думаешь, кто был лучшим игроком в команде в этом сезоне? Это непростая задача. Надо сказать,
что нападающий был выдающимся игроком. В самом деле, мне показалось, что полузащитник тоже провел невероятный сезон. Это правда. У него было несколько потрясающих игр. Но в финальном матче нападающий забил 2 важных гола. Хорошие замечания. Эти победные голы были грандиозными. Думаю, с таким влиянием трудно поспорить. Именно так. Казалось, что нападающий на протяжении всего сезона находился в нужном месте в нужное время. Да, наверное, ты прав. Он определенно был лучшим игроком в моей книге. Я согласен. Он действительно держал команду на спине, когда они больше всего в нем нуждались. Определенно. Будет интересно посмотреть, на что он способен в следующем сезоне. Урок 31. Прибытие в аэропорт. Привет, Анна. Я так рада, что наконец-то приехала в аэропорт. Дорога сюда была очень плохая. Привет, Джон. Как прошел твой полет? Надеюсь, все было не слишком бурно. Было хорошо, временами было немного ухабисто, но ничего страшного. Я просто рада, что сейчас здесь. Приятно это слышать. Я боялся, что рейс может быть задержан или что-то в этом роде. Я тоже, но в итоге все получилось. Итак, каков план на сегодня? Что-нибудь интересное? Что ж, я подумала, что мы могли бы сначала перекусить, а потом немного осмотреть город. Звучит отлично. Я голоден и не могу дождаться, когда смогу исследовать окрестности. Отлично, тогда давайте начнем. Я знаю, где можно попробовать вкусные блюда местной кухни. Отлично, лидируйте. Урок 32. Посещение Мачу-Пикчу. Доброе утро, Анна. Я слышала, что вы уже бывали в Мачу-Пикчу. Что вы об этом думаете? Привет, Джон. Это было просто невероятно. Я определенно рекомендую добавить его в свой список желаний. В самом деле, я всегда хотела пойти туда, но слышала, что добраться туда довольно сложно. Конечно, поход может быть непростым, но виды с вершины стоят каждого шага. Ух ты, это приятно знать. Возможно, мы могли бы когда-нибудь спланировать поездку туда вместе. Абсолютно. Я с удовольствием покажу вам все и поделюсь советами. Это было бы потрясающе. Я продан. Это Мачу-Пикчу. Отлично. Тогда нам нужно будет начать планировать все детали. Это будет эпическое приключение. Не могу дождаться. Это, безусловно, станет изюминкой моей поездки. Урок 33. Попробуем суши. Привет, Анна. Вы уже пробовали новый суши-бар, который только что открылся? Нет, у меня пока не было шанса. Что ты об этом думаешь? Это действительно здорово. Тебе обязательно стоит попробовать. У них есть несколько уникальных роллов. А, типа чего? Я всегда готов попробовать что-то новое. Что ж, у них есть игра под названием Dragon Roll.
В нем есть креветки в темпуре, авокадо и угорь. А, звучит очень вкусно. Обожаю суши с угрём. Я тоже. Это мое любимое. Нам стоит как-нибудь сходить посмотреть его вместе. Определенно, я в деле. Суши и хорошая компания, что может быть лучше? Точно. Давайте сделаем это, я забронирую столик. Урок 34. Обсуждение недавних протестов. Привет, Анна. Вы слышали о протестах в нашем городе? Да, у меня есть. Об этом писали во всех новостях. Что ты об этом думаешь? Это очень сложный вопрос, но я восхищаюсь людьми, отстаивающими свои убеждения. Я тоже. Думаю, важно вести открытый диалог и найти мирное решение. Совершенно верно. Надеюсь, власти прислушаются к опасениям протестующих. Я тоже на это надеюсь. Такие ситуации могут быть очень напряженными, но насилие ничего не решит. Я согласен. Лучший путь вперед– это открытое и честное общение. Определенно. Я рад, что люди используют свой голос, чтобы изменить мир к лучшему, даже если это непросто. То же самое и здесь. Приятно видеть, как сообщество объединилось для достижения общего дела. Урок 35. Ищем удобную и стильную одежду. Привет, Анна. Я пыталась найти новую одежду, удобную и стильную, но мне трудно. Мне знакомо такое чувство, что найти правильный баланс бывает непросто. Какой стиль ты выберешь? Ну, я хочу что-то непринужденное, но все же собранное, понимаете. Ничего особенного, но и не слишком простого. Я понимаю, что вы имеете в виду. Вы пробовали обратить внимание на некоторые из наиболее экологичных модных брендов. Пока нет, но это отличная идея. Мне придется с ними ознакомиться. Какие-нибудь рекомендации? Некоторые из моих любимых – Everlane, Patagonia и Реформация. У них очень красивые и качественные работы. Отлично, я обязательно рассмотрю их. Спасибо за советы. Вы всегда знаете, где делать покупки. Конечно, я с радостью помогу. Дайте мне знать, если найдете что-нибудь хорошее, я с удовольствием посмотрю, что у вас получится. Сделаю. Еще раз спасибо. Сейчас меня вдохновляет обновить свой гардероб. Урок 36. Художественные принадлежности. Привет, Анна. Ты не забыла забрать художественные принадлежности для нашего проекта. Упс, я совсем забыла. Что нам снова нужно было? Что ж, нам обязательно понадобятся линейки и клеевые стержни. И, может быть, цветные карандаши тоже подойдут. Ах да, цветные карандаши. Это действительно сделало бы наш проект популярным. По дороге домой я пойду в магазин. Отлично, спасибо, Анне. Только не забудьте линейки и клеевые стержни. Понятно? Понятно, я обязательно все заберу.
Этот проект будет отличным. Уверен, что так и будет. Не могу дождаться, когда начну. Я тоже. Скоро увидимся, Джон. Увидимся. Урок 37. Оформление заказа в отеле. Доброе утро, Анна. Я хотела спросить о времени выезда из отеля во время нашей поездки. Ах да, я думаю, время оформления заказа — 11 утра. Но если нам понадобится дополнительное время, мы можем сообщить об этом на стойке регистрации. В 11 утра понял. Это должно дать нам достаточно времени, чтобы собрать вещи и отправиться в путь. Определенно. И если случайно нам понадобится немного больше времени, я уверен, что они будут любезны. Приятно знать. Благодарю вас за то, что вы перепроверили все детали. Совсем без проблем. Рад, что смог прояснить для вас процесс оформления заказа. Я тоже. Хорошо, я позабочусь о том, чтобы завтра мы все уехали вовремя. Звучит неплохо. Поговорим с тобой позже, Джон. Береги себя. Урок 38. Открытие пекарни. Привет, Анна. Я хотела узнать твои мысли об открытии пекарни. А, это потрясающая идея. Какие аспекты вы имели в виду? Что ж, я думаю о юридической и финансовой стороне дела. Есть ли у вас там совет? Это, безусловно, важные соображения. Я бы порекомендовал изучить необходимые разрешения и лицензии для вашего региона. Отличный звонок. А финансовая сторона? Есть какие-нибудь советы? Для финансирования вы можете изучить кредиты для малого бизнеса или даже варианты краудфандинга. И обязательно составьте надежный бизнес-план. Отлично. Это очень полезно. Я благодарю вас за то, что вы поделились своим опытом в этом вопросе. Конечно. Дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь помочь вам в возведении этой пекарни с мертвой точки. Сгодится. Еще раз спасибо. Урок 39. Бронирование онлайн. Привет, Анна. Я хотела забронировать наш отель для поездки онлайн. Это отличная идея. При онлайн-бронировании обычно есть приятные предложения и скидки. Именно об этом я и думала. Есть ли у вас какие-либо советы, как получить лучшие цены? Я считаю, что бронирование непосредственно через веб-сайт отеля часто является наиболее экономичным. Понимаю, приятно знать. И стоит ли нам искать какие-либо конкретные промо-акции или коды купонов? Определенно. Поиск текущих скидочных кодов действительно может помочь сэкономить деньги. Отлично, я обязательно это сделаю. Это значительно упростит планирование поездки. Уверен, что так и будет. Просто дайте мне знать, если вам нужны другие советы по поиску этих отличных онлайн-тарифов. Сделаю. Спасибо, Анне. Это очень полезно. Урок 40. Удобный транспорт. Здравствуйте, Анна.
Вы слышали о новом сервисе совместного использования поездок, который поможет вам посетить близлежащие Ах, достопримечательности? да, в последнее время я часто им пользуюсь. Это настолько удобно, что вы просто нажимаете несколько кнопок на телефоне, и водитель отвезет вас туда, куда вам нужно. Звучит отлично. Какие достопримечательности вы посещали? Что ж, на прошлой неделе я воспользовался им, чтобы посетить новую музейную экспозицию в центре города. Водитель отвез меня прямо у входа, все было замечательно. Ух ты, это прекрасно. Не нужно беспокоиться о парковке или навигации по незнакомой местности. Точно. И цены тоже очень разумные. Для меня передвижение по городу изменило правила игры. Мне придется попробовать в следующий раз, когда мне нужно будет куда-то пойти. Похоже, это гораздо лучший вариант, чем вождение автомобиля самостоятельно. Определенно, я очень рекомендую его. Сервис очень надежный, а водители всегда дружелюбны. Отлично, спасибо за рекомендацию, Анна. Мне нужно будет скачать приложение и попробовать.